Собака отчаянно взывала к случайным прохожим о помощи для своих детенышей, и то, как откликнулись люди, поражает. Уважаемые зрители, поделитесь в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Нам действительно интересно узнать ваши города. Приятного просмотра! Когда Анна направлялась по узкой проселочной дороге, где шелестела высохшая трава и ветер гудел в провисших проводах, она не предполагала, что обычная поездка к родственнице в соседнее село обернется чем-то гораздо более значимым. Проезжая мимо потертой таблички с названием «Ольховка», женщина заметила движение возле полуразрушенной хозяйственной постройки. Сначала показалось, что это ежик или бездомный кот ищут укрытие. Но когда она припарковалась и вышла, сердце сжалось от боли. Возле ветхого здания с потемневшими от времени досками и пустыми оконными проемами в углублении, наполовину заполненном мутной водой, лежала собака рыжевато-золотистого окраса с тусклой, свалявшейся шерстью. Ее тело вздрагивало. Тяжелая цепь, покрытая ржавчиной и врезавшаяся в тело, приковывала ее к металлической опоре. Рядом, почти в грязи, копошились крохотные новорожденные щенки, еще слепые, испачканные от холода и сырости. Они тихо попискивали, стараясь прижаться друг к другу и к материнскому боку в поисках тепла. Собака подняла голову и издала хриплое рычание, скорее от страданий и испуга, чем от агрессии. Анна застыла на месте, опустилась на колени и заговорила ласково, стараясь, чтобы голос звучал успокаивающе. «Тише, красавица, я не причиню тебе вреда. Все хорошо, слышишь?» Все наладится, а она протянула ладонь, но не прикасалась, просто продолжала мягко уговаривать, пока рычание не сменилось прерывистым поскуливанием. Минуты тянулись медленно. Анна обошла строение, постучала в единственную сохранившуюся дверь, и изнутри послышались шаги. На пороге возник мужчина в потрепанной куртке, от которого пахло алкоголем. На вопрос о животном он лишь пожал плечами. «Да брось ты». Опять приплод принесла. Никому не нужна. Сдохнет, и хорошо. У Анны потемнело в глазах. Она долго уговаривала его, почти умоляла, затем предложила денежную компенсацию. Только тогда мужчина нехотя махнул рукой: «Забирай, раз уж так хочешь». Одни хлопоты с ней. Под начавшимся ливнем Анна расстегнула ошейник, бережно подняла исхудавшее животное на руки. Щенков она закутала в старую куртку из багажника. Они тихо попискивали, словно птенцы. Собака, уже не сопротивляясь, положила голову на колени Анны, и во взгляде ее мелькнуло нечто человеческое, доверие, смешанное с измождением. Дома, в небольшом деревянном доме на окраине поселка, Анна включила обогреватель, разложила старые покрывала. Каждого щенка она аккуратно обтерла и укутала в полотенце, затем принесла миску с подогретым молоком и немного отварной крупы. Собаку, названную Зарой, ела жадно, словно боясь, что пищу отнимут. Ее хвост слегка подрагивал, когда она возвращалась к своим малышам. Эту ночь Анна почти не сомкнула глаз. Она сидела рядом, прислушиваясь к их дыханию, хрупкому, но полному жизни. Спустя несколько дней Зара уже не вздрагивала при каждом шуме. Она начала выходить во двор, следуя за Анной по пятам, будто опасаясь вновь потерять ее. С каждым новым утром в ее движениях появлялось больше сил, а во взоре — огонек. Она заново училась доверять, разрешала гладить себя, облизывала руку, смотрела прямо, не отводя взгляда. Щенки быстро развивались, открыли глазки, сделали первые неуверенные шаги по деревянному настилу. Жилище наполнилось звуками, заливистым лаем, вознёй, тихим поскуливанием во сне. Анна ловила себя на том,
что улыбается чаще, чем за последние годы. Порой ей казалось, что Зара понимает все без слов, стоило Анне тяжко вздохнуть, как собака уже клала голову ей на колени, словно говоря: «Я здесь». Все хорошо. Прошла неделя, затем другая. Зара окрепла, ее ребра скрылись под слоем мышц, шерсть вновь заиграла золотыми переливами на солнце. Щенки превратились в упитанных, любознательных непосед, один таскал другого за ухо, третий спотыкался на ровном месте и забавно падал на бок. Анна ежедневно делала снимки, рассылая их знакомым. Постепенно нашлись добросердечные люди, готовые принять малышей. Прощаясь с каждым, она плакала, тихо, как плачут те, кто отдает частицу души. Но она знала, поступает правильно, Зара осталась. Ее новым домом стал дом Анны. Они стали неразлучны, вместе ходили по утрам к реке, вместе сидели на веранде. Когда солнце клонилось к горизонту, Зара укладывалась у порога, подставляя морду под алое закатное сияние, и казалось, будто вся вселенная обрела гармонию. Однажды, в знойный июльский день, Анна вновь обнаружила на обочине картонную коробку. Внутри 3 щенков, покрытых пылью, обезвоженных, дрожащих от бессилия. Она не раздумывала ни секунды, забрала их, завернула в шарф и направилась домой. По пути размышляла, примет ли Зара чужаков. Но когда-то увидела коробку, подошла, нежно обнюхала каждого и прилегла рядом, позволяя им прильнуть к себе. Никакого неприятия, никакого разграничения. Лишь материнская нежность. С тех пор Анна поняла, сердце животных порой чище, чем у иных людей. Прошло несколько месяцев. Зара вновь сияла здоровьем, ее шерсть стала густой, взгляд глубоким и умиротворенным. Щенки подросли, резвились во дворе, грызли палки, гонялись за падающими листьями. Жилище, когда-то безмолвное, наполнилось радостью жизни. Когда всех малышей разобрали в добрые руки, Анна подолгу сидела на крыльце, держа в ладонях старый ошейник, тот самый, ржавый, что когда-то впивался в тело Зары. Теперь он стал напоминанием о том, что любовь способна вырвать из самой глубокой пропасти. Солнце садилось, окрашивая небеса в розовато-золотистые тона. Зара лежала рядом, положив голову на колени Анны. Она больше не дрожала, не пряталась. Ее дыхание было ровным, спокойным. Анна улыбнулась, поглаживая ее за ухом, и прошептала: «Когда я нашла тебя, ты была разбита, будто мир предал тебя. А теперь ты мой лучший учитель. Ты показала, что такое истинная любовь». И в тот миг Анна осознала, порой одно простое движение, одно «не пройди мимо» способно изменить целую судьбу не только животного, но и человека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!